Так, ребята, всем привет. Не ожидал, что такое огромное будет желание написать мне. Вот, я даже прям в шоке, что у меня еще столько осталось живых подписчиков, которые следят за мной. Значит что, давайте продолжим нашу тему, покрас вот этого камня в мрамор. Значит, что мы первым делом делаем? Наливаем, вот у меня грунтовка. Я ей все время пользуюсь, вот этой грунтовкой. Вот. Значит, колер вот такой фирмы у меня. Потому что больше в магазинах у нас ничего не продается. Может, есть и другие, но я этим все время работаю, и он меня удовлетворяет. Значит, было здесь половина, то, что я красил эту плиту, вылил я половина, короче, краски черной. Теперь эта половина, ну, я еще немножко сюда добавлю, чтобы был прям концентрированно черный цвет, чтобы во все щели, трещины позаходил. Вот, я его предварительно разбавил, потому что он густоватый. Значит, что нам надо? Вымести вот отсюда пыляку или пыль, то, что осталось здесь, чтобы ее тут вообще не было. Ну и все. Сейчас вот у меня тут такая кисточка есть. Размешаем вот эту гадость здесь. И вот так вот смело набираем и наносим. Вот, если у вас где-то есть какие-то там элементы уже окрашенные, вот как у меня, можете отбить тут границу. Но у меня здесь, в принципе, тоже все черное, оно тут не мешает. Одно другому не мешает, в принципе. Ничего не вымазывается. Сейчас мы быстренько это все пропитаем. Вот такой черный цвет. Вы же просили насыщенный сделать. Я вот сделал еще его насыщенней. Но думаю, отличаться это не будет от того цвета. Вот. Нам сейчас важно, чтобы это все хорошо высохло. Ну, практически высохло. Чтобы первый слой был немного влажный. Потом я вам покажу, что дальше будет происходить. Так. Тут у меня оператор уже есть. Дочь помощница осталась дома. Вот теперь я тут могу и разговаривать, и красить сразу в две руки. Нижние камни будут у меня другого цвета. Вот, потому что у меня каждый камень будет индивидуальный. У меня нету одинаковых камней. Все будут разные. Значит, тут иногда мне задают такие интересные вопросы. Когда при укладке камня, зачем уровень? Ребят, ну, если мы хотим получить эстетику какую-то там реально, ну да, если природная, там что-то где-то в горах ложить, вот, где он и не нужен, может быть. Ну, у меня порода была плетняк, вот, и на клумбе он, конечно, если ложить совсем криво, не очень смотрится. Согласен, вот примерно на таких интерьерах может быть уровень и не нужен. Ну, примерный уровень все равно нужен. Если у вас хороший глаз, конечно, он может вам и не понадобиться. Ну, я привык с ним работать, как бы он не нужен. Ну, говорите все по делу, молодцы, правильно. Я адекватную критику воспринимаю нормально. Тут мне тоже человек написал, что у гранита, ну, естественно, есть у него линии там и все остальное, как разряды молнии. Но, ребята, это у полированного гранита, у полированного камня все это есть. А у глыбы гранитной ни черта нету ничего. Вот как вот оно есть здесь, так оно и есть. Я не с пустого, как говорится, говорю. Я сам привез недавно гранитную глыбу, ой, вернее, мраморную глыбу, поэтому так и утверждаю смело. Вот. Так, ну ладно. Дальше пойдем. Значит, спрашивают, сколько лет простоит эта краска. Ну, ребят, я еще сами понимаете, недавно работаю.
4-й год, можно сказать, уже начало 5-го. Вот, ну, не подводили меня еще эти краски. Вот. Ну, кое-где, где от что-то откололось, а там все бывает в жизни в нашей. Что-то где-то упало, вот, коснулось чего-то, где-то откололось. Все это можно восстановить, покрасить. Ничего вечного нету. Вода тоже камни точит. Вот. Камни тоже падают. Ну, а мы вот делаем, это ж у нас как бы имитация, мы декорируем. Есть тоже такие интересные вопросы. А почему проще ж купить готовые? А вы пойдите посмотрите, сколько они стоят, готовые камни. Согласен, можно купить, но то, что мне, допустим, нужно в интерьере, я не могу найти. А если и есть, то это стоит баснословных денег. Так, ребята, ну, в принципе, короче, вот так вот получилось у нас. Сейчас мы это хорошо разотрем. Хорошо получился черный цвет. Так, сейчас я тут... Извините, что у меня здесь нет такого освещения. Это под навесом я тут работаю. У меня это будет в скором будущем банкетный зал. Можно так выразиться. Ну или холл там, или как, не знаю, можно это назвать правильно. То есть мы тут будем всей бандой собираться, отмечать какие-то праздники. Просто посиделки. Потому что там у меня дом небольшой, комнатки небольшие, и как бы собираться всей толпой не очень удобно и уютно. А здесь будет нам хорошо и вольготно. Значит, что? Так, все, как бы подсушиваем чуть-чуть. Чуть-чуть подсушиваем. Ну, чтобы краска не бралась на руки. И сейчас я вам покажу, что дальше будет. Так, ребята. Белая краска у меня тут вот остатки, я не помню, или латексная, или акриловая она. Ну, это наша местная краснодарская, ну, очень хорошая краска. Вот ее название, Краtex, по-моему, X-Pro, фасадная, супер белая. Ну, я, значит, тут уже кисточку испачкал. Вот здесь вот на бумажечке, как не пропитается она у меня, сейчас я подстелю здесь. Здесь на бумажечке я ее вот так вот вымазываю, и, как говорят, эффект сухой кисти. Ну, мы делаем не прям аж сухое, ну, в принципе, так вот. Чтобы у нас не оставались полосы от кисточки, желательно. Делаем вот так вот, туда делаем, и вот так вот сюда. Туда и сюда, туда и сюда. Короче, вот так вот делаем. Вымазываем вот так вот. И получаем вот такой интересный эффект. Вот. Также и здесь. Вот так вот делаем. Сначала в эту сторону прошли, потом в эту сторону прошли. В эту сторону прошли, в эту сторону прошли. И тогда у нас не будет оставаться вот таких полосок неправильных. Так, когда мы видим, что вот замывается цвет, не переживаем. Продолжаем, пока уже у нас кисточка не станет сухой. Потому что иногда хочется оставить именно вот этот цвет. И где-то добавить уже белесого больше. Вот, прям вот так вот хорошо выпачкиваем. Не надо ждать, пока она прям совсем высохнет, грунтовка. Впитывается она хорошо. Вот, и сильно не смешивается с белым цветом. Вот именно хороший цвет такой. Так, что у нас тут осталось? Выносим дальше. Так, ну у нас уже тут ничего. Мотаем опять. Опять хорошо, прям хорошо. Кисточку вытираем. Вот. И опять же такими легкими движениями, потому что все равно сейчас сразу на кисточке много краски, чтобы нам не запороть тут ничего, чтобы не перекрашивать в следующий раз. Подкрашиваем. Вот. Делаем такие движения, ребята, потому что в одну сторону некрасиво будет. Будут заметны полосы. Так.
делаем не везде, чтобы это было. Вот где-то вот мне вот этот участок, допустим, я вот хочу прям такой замыленный сделать. Вот, ну вот хочется мне, потому что в своей породе гранит, вернее мрамор, он может быть разным. Где-то просто вот такие будут линии идти у него, вот так вот, прям полосами. Прям плотный цвет такой будет идти. Так что, ребята, так вот. Так, ну в принципе и достаточно. Вот здесь. Так, значит, что делаем дальше? Дальше делаем мы, макаем еще раз в белый цвет. Ух ты ж, чуть не испачкал тут. Теперь мы делаем его немножко поярче. Допустим, вот так вот. Не везде, не по всей плитке, а вот так вот. Чтобы у нас, ну, белого цвета не сильно много присутствовало. Так как у нас черный мрамор. Вот, делаем выборочно. Если вы видите, что где-то переложили цвета, то не переживайте. Всегда это можно исправить. Подождите, пока красочка подсохнет. Сохнет она просто мгновенно. Вот. Ну, в принципе, ребят, так вот получается. Сейчас мы здесь пройдем слегка. Ну, вот так вот. Вот и общий план. Ничего сложного. Вы все сами прекрасно видите это наяву. Все это делается быстро. Вот. И ничего тут такого сложного и страшного нету. Прямо здесь можно вот так вот замылить, потому что... Хотите, я вам даже вот сейчас пройдем до бассейна, покажу глыбу мраморную, голубой мрамор. Или серым мрамором там. И вы увидите своими глазами, кто не знает или не видел, что такое мрамор. Я вам сейчас покажу, продемонстрирую. Как раз покажу, там женщины просят, или девушки, не знаю, кто мне там пишет, покажи, как действует бассейн. Как там работает водопад, как там работает леечка, вернее там фонтанчик. Вот. Немножко отвлечемся от темы, я вам покажу камень и проведу небольшую экскурсию. Конечно, я же уже задолбал вас уже своими этими бассейнами. Ну, короче так, ребят, сейчас я вам покажу. Смотрите, вот, что получилось. Пройди, Настюш, поближе. Покажи, не спеши, аккуратно, потихоньку веди, чтобы резкость фокусировалась, потому что... Нет, и так не это. Темно так будет. Вот, покажи, что уже получилось. Вот на полученной фактуре поближе подведи и покажи. Так вот, ребята, ну, в принципе, что, можно сделать еще концентрированный черный цвет, просто взять тупо колер, набрать в шприц, вот, прям такой густой, развести его водой, не грунтовкой, а водой, и позаливать трещины, чтобы прям, ну, прям концентрат был. Ну, это на любителя. Ну, вернее, меня это уже тут все устраивает, больше я тут ничего не хочу, потому что я когда буду вскрывать лаком, он еще будет концентрирован, ну, черный, слишком черный, поэтому я немного больше белого добавляю цвета, чтобы получилось у меня, ну, более естественно. Вот, ну раз у меня тут уже слоны как бы задекорированы вот такими красками и лаками, я хочу, чтобы у меня здесь так было, плита. А камни мы уже сделаем более такой вот природный, натуральный, теплый, не глянцевый цвет. Вот. Так, для тех, кто интересовался
бассейном. Значит, вот леечка пока что такая, она у меня разгоняет тут машкару. Можно ее развернуть, вот так вот сделать. Вот. Так вот работает. Пойдем на свет. Да. Вот, ребята, видите, мраморная глыба. Где тут прожилки какие-то? Вы видите хоть что-нибудь? Я тут ничего не вижу. Просто как будто вот краской покрасили. Но она блестит. Вот поэтому я и хочу, значит, серебром, перламутровое серебро, пройтись, чтобы вот такой же был кварцевый отблеск. Так, пойдем на свет покажем, как вода стекает. Ну, и, в принципе... Так, ребят, ну, ребята, девчата, кто еще не видел или там некогда было посмотреть, сразу же в этом видео показываю, как течет вода, как она стекает, вот, как уложены камни, что там снизу. Значит, сделал импровизированную подсветку, вот такая подсветка у меня, вот. Опускаю я ее в воду. Эта подсветка на 12 вольт у меня. Прожектор автомобильный светит достойно, хорошо. У меня там в сообществе уже фотки выложены. Бассейн я уже дня, наверное, 2 не убираю, так что песочек кое-где есть, там мошки. И вот такое вот стекло у меня купил я. Надо его просто подсветить, и будет очень красиво. Ну вот, в принципе, и все, ребят. Покраска, плиты и немножко вот эта экскурсия. Это тех, кого все интересовало. Вот я показываю. Приобрел я вот такой кустик. Вот. Приготовил для него место. Высажу, растет он тут 1,5 метра. Кипарисовик, по-моему, такой вот разновидность у него. Ну и в принципе и все на этом. Всем, ребят, признателен за комментарии, за то, что вы со мной, за то, что вы меня смотрите. Вот. До глубины души трогаете своим присутствием. Спасибо вам огромное. Всегда с вами Леха. Всем пока. До новых встреч.